Здравствуйте! В одном из видео я показывала, как вязать 3D узор. Вязала тунисским крючком. Но показывала я вот на этом образце. Вязали мы вот этот образец. И многие говорят и пишут, что вот эта часть стягивается. Ну, я там в комментариях писала, что можно сделать. Вот. И теперь в этом видео я вам расскажу, на что обратить внимание, когда вяжете этот узор, чтобы он у вас не стягивался. Вот у меня он не стягивается, все нормально. А у некоторых он стянут. Вот я вам расскажу. Также в этом видео я отвечу на вопросы по поводу вязания спицами. Может быть, кому-то пригодится, может, кто-то это знает. Ну, решила ответить. Итак, связала я образец. И на нем буду показывать, как вывязать белый квадрат, чтобы не стягивало. Значит, вязала образец точно такой же, как и в предыдущем видео, когда показывал 3D узор. На что обращаю внимание? Значит, рядов у нас 5. 1, 2, 3, 4, 5. А столбиков мы будем набирать 6. Так, цепляемся за наборный ряд. И дальше в каждый ряд по одному столбику. Так, 2. Причем я в этот раз цепляюсь за петли изнаночного ряда. На черном плохо видно, сейчас я вам на другом покажу. С обратной стороны петля есть. Сейчас, может, вы увидите. Вот смотрите, вот косичка, кромочные типа. И вот если верхнюю полупетлю отодвинуть, то вот эта петля. Четыре. Прям сразу за верхней полупетлей. 5. 6. Дальше. Вот петля изнаночного ряда. Я советую заходить именно под нее. Под черную не надо. Иначе у вас на лицевой стороне черный цвет будет просвечивать. Но я всегда говорю, вы вяжите образец и тренируйтесь. Смотрите, протянули. И дальше что? Многие что делают? Затягивают, вот изнаночный ряд затягивают. Вот. А этого делать нельзя. Вот, тянут. Нельзя это делать. Вот. Вяжите как обычно. Даже, может, чуть послабже. Вот опять набираем. Свободно вяжите. Ну, не очень рыхло и не... Ну, туго тут вообще никак нельзя. Вот, и под петлю изнаночного ряда заходим. И протягиваем.
Так, провяжите еще самостоятельно 2 ряда. Вот этот ряд я вам покажу. Довязывая 5-й ряд 1, 2, 3, 4, 5. И вот сюда в вершину соединяем 2, 3, 4, 5, 6. Смотрите, ромб не тянет. Он не будет у вас стягивать полотно. Вывязываем одну воздушную. И вот эти петли, что мы будем сейчас вязать, тоже не стягивайте. И в последний соединяем. И вот эта петля будет первым столбиком в следующем. Вот здесь не пропускайте петли. Значит, у нас 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. И 5 петель мы должны набрать с изнаночной стороны. 1, 2, 3, 4, 5. Вот. Это будет 2, 3, 4, 5. Так, и вот здесь петли изнаночного ряда всегда есть, как вы понимаете, да? 1, 2, 3, 6. И заходим сюда. Ну вот здесь, потому что наклон ромба в другую сторону, переплетение тут вот таким образом. 1, 2, 3. Не стягиваем. 4, 5, 6. Вот, в принципе-то, и все. А вот за что цепляться, то ли за всю петлю цепляться, то ли сюда в центр цепляться. Ну, сейчас я вам покажу. Вот. Дошли. Смотрите сами, как вам удобно. То ли в петлю, то ли, как я показывала, за изнаночный ряд. Смотрите, провяжите образец, как вам будет удобно, как будет лучше смотреться. Вот мне лучше нравится вот так, когда полностью все рядышком находится. Ну и вот смотрите, очень даже душевный квадратик получился. Нигде ничего не тянет, не стягивает. Все нормально. Так что вся причина в том, что вы стягиваете изнаночный ряд. Ну вот, можно еще как попробовать вариант. Вы тоже свяжите образец и посмотрите. Вот набрали 6 петель. И сначала свяжите подготовительный ряд. То есть не соединяйте. Так. А вот в следующем ряду будем соединять. Вот, теперь соединяем. Но тогда, как вы понимаете, у вас будет на 1 ряд больше.
Сейчас я довяжу до конца и покажу, в чем тут причина. Вот, смотрите, довязала я до конца за счет того, что добавила установочный начальный ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 рядов, да? И еще мы будем закрывать. Но это уже не квадрат. Это просто прямоугольник. За счет вот этого ряда он у нас вытянулся. Поэтому я считаю, что этот ряд вязать не нужно, а сразу соединять, как я показывала до этого. Но я еще раз говорю, вы смотрите, пробуйте. Может, кому-то и этот вариант понравится. Но за счет того, что у нас увеличилось количество рядов, у вас вот здесь увеличится количество петель. Поэтому вам нужно уже будет варьировать, в какую петлю вводить крючок и соединять. Вот дальше пойдет серый ромб, параллелограмм, ромб. Вот серый пойдет сюда. И вы будете соединять, и у вас на одну петлю будет больше. Поэтому вам нужно будет опять что-то тут вот предпринимать. Поэтому я считаю, что вот этот ряд, он абсолютно не нужен. Вот, в принципе, и все, что я вам хотела сказать. Значит, вы поняли, что вся проблема в том, что вы стягиваете петли изнаночного ряда. Вы затягиваете их, не надо этого делать. Теперь вопрос по поводу спиц. Вот, допустим, набирают петли вот таким методом, вот так. И дальше набираем. Ну вот, допустим, набрали какое-то количество, да, петель. Вытаскиваем спицу и начинаем вязать. Первую снимаем, допустим, лицевыми петлями будем вязать. Вот эту петлю можно затянуть. Здесь у нас хвост есть. Вот эту петлю, самую первую, вернее, последняя будет она. Доходим до конца ряда, довязываем. И что мы видим? Вот эта петля вытянулась, последняя. Видите? И она такая будет. Вот что делать с ней? Значит, как можно поступить? Можно провязать сначала вот таким образом. И дальше уже делать набор, как обычно. И петли затяните. Затяните. Вот, чтоб туго были. Дальше набираем, как обычно. Так, набрали какое-то количество опять. Так, вот эта петля может затягиваться. Хвостиком можно затянуть. Вот видите, она вытянулась, вот хвостом ее подтянули. Вот эти две первые петли, их нужно вязать туго в начале ряда. В каждом ряду в начале ряда 2 петли вяжите туго. Так, вяжем до конца ряда. Довязываю ряд до конца. И вот осталась одна петля. Ее можно просто провязать, но смотрите, она все равно вытягивается.
Что для этого можно сделать? Эту петлю можно несколько раз перекрутить. И затем провязать. Вот, и она не будет отличаться. Понятно, да? Сейчас я раскручу. Вот. То есть мы эту петлю перекрутили несколько раз. Надели на спицу и затем провязали. И опять снимаем, когда первую петлю затягивайте потуже, вторую тоже затягивайте, а затем уже вяжем по спицам. Довязываем ряд до конца. Здесь хвостик можно подтягивать. И опять первую снимаем, затягиваем. Вторую затягиваем. И далее вяжем. Ну вот так получается. Вот, значит, этот метод. Если вы набираете петли, как я вначале показывала, то есть сразу 2 петли у вас получается, то эти петли тоже затяните потуже. Можно и третью затянуть. И набираем. Так, набрали какое-то количество, вытащили. Давайте сейчас вот на этом примере посмотрим. Снимаем. Следующую провязываем. Хвостиком затягиваем. Эту петлю вторую тоже затягиваем. А дальше вяжем уже по спицам. Доходим до конца ряда. Петля немного вытянута. Значит, что мы делаем? Перекручиваем. Раз. Два. И можно провязать. И все, и она не вытянута у вас. И опять первую снимаем, затягиваем, вторую затягиваем, а дальше уже вяжем. Вот, и тогда у вас петли будут ровные. Так, надеюсь, все это понятно. Ну и вот последний ответ на вопрос, который мне задают. Когда вяжут на чулочно-носочных спицах, между спицами, вот здесь, получается разрыв, то есть петли неровные. Вот здесь получается отверстие. Чтобы этого не было, как мы вяжем? Так же, как я вам показывала до этого. Первую петлю провязываем и затягиваем. Вторую тоже затягиваем. Дальше уже вяжем обычно, как и всегда вяжем. Вот. В основном это
такая ситуация, когда вот здесь вот петли неровные, у новичков, которые новенькие начинают вязать, в основном у них. А мастерицы, которые давно вяжут, уже это знают. Вот. Петлю провязываем и затягиваем. Вторую тоже затягиваем. А дальше уже вот вяжем таким образом. Так, это мы вяжем, когда у нас все петли лицевые. То есть вяжем носки обычные. Сейчас я довяжу ряд до конца, еще 2 спицы и еще один момент покажу. Так вот довязала я, здесь у меня хвост. Бывает такая ситуация, когда нужно сделать накид. И накид попадает между спицами. Ну вот давайте сейчас я до следующей довяжем. Вот 2 провязали, допустим, накид. Дальше вяжем. Опять 2 провязали, накид. 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 2 провязали. Так, накид сделали. А как его утягивать? Вот по идее мы тоже можем утянуть. Ну вот так можно утянуть, да? И дальше вязать. Вот, довязываем. Надо сделать накид. Делаем накид. Спицу убираем. И пару петель с этой спицы, вот накид делаем, и пару петель с этой спицы провязываем, как обычно вяжем. Теперь берем эту спицу и на нее надеваем. И у нас накид будет всегда одинаковый на всем протяжении вязания. Делаем накид. Провязываем еще 2 или 3 петли. Давайте 3 провяжем. 1, 2, 3. И вот эти 3 петли на 5-ю спицу перебрасываем и накид. И у нас накид всегда будет, как я уже сказала, везде одинаковый. Вот, но это тоже встречается в основном у новичков. Когда мастерицы давно вяжут, они уже знают натяжение, знают, как вязать. А так вот накид сделаешь, и дальше надо спицу вводить. Как его затягивать? То ли сильно, то ли послабже. Непонятно. Ну вот, и так вяжем. Так, провязали. И 2-3 петли провяжите еще с этой спицы. Если уж у вас изделие такое, которое должно отвечать требованиям, стандартам, вот можно так вязать.
Все, надеюсь, это понятно. Значит, у вас отверстия везде будут одинакового размера. Надеюсь, что я вам помогла с этими ответами, потому что у меня давно спрашивали об этом. И вот только сейчас я смогла найти время и записать видео. Всего вам доброго, спасибо за внимание.